Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня посмотрим с вами, что вам мешает, что мешает вашему развитию, продвижению вперед, достижению какой-то вашей цели, что сейчас является для вас препятствием, с которым вы можете сами справиться. Может быть, осознав это, увидев это, что вы можете сейчас преодолеть. Так, 3 позиции. Как обычно, можно смотреть один вариант, можно все 3. Так, первый вариант. Что вам сейчас мешает? Так, второй вариант. И третий. Кто хочет выбирать, пожалуйста, выбирайте. Я начну. Первая позиция. Что вам сейчас мешает? Так, это что такое? Так, сейчас. Я поняла. Смотрите, здесь, возможно, кто-то очень спешит что-либо получить, либо развить, либо хочет каких-то быстрых результатов по какому-то своему делу, по своему вложению. То есть торопит события. Здесь вам говорят, что, в принципе, все будет. Вы достигнете своего прекраснейшего результата, просто прекраснейшего. Но, как будто бы, знаете, вот вам прям может, действительно, прямо вас очень может огорчать, что что-то развивается слишком медленно, что что-то происходит слишком медленно. Вы очень хотите какого-то быстрого результата, быстрого продвижения. Вы прямо хотите продавить пространство. Вы хотите какие-то дополнительные усилия к чему-то приложить для того, чтобы получить что-то. Но здесь говорится о том, что как только вы успокоитесь, как только вы примите ту ситуацию, что все происходит в нужное время, что ваш результат, он будет, но именно тогда, когда этому будет самый подходящий момент, вот в тот момент все и придет. То есть вам здесь немножко нужно подостыть, немножко сбавить обороты, то есть как-то, знаете, не бороться с ситуацией, не идти против течения, а успокоиться. Спокойно и плавно идти по этой ситуации. Возможно, действительно здесь что-то очень глобальное, потому что здесь очень много старших арканов. Возможно, здесь что-то серьезное, к чему вы идете, к чему вы стремитесь, но вы здесь слишком торопитесь, либо вы хотите очень быстрого результата. Возможно, действительно вы вкладываетесь во что-то с душой, с энтузиазмом, и у этого должна быть хорошая отдача, хороший результат, который вы получите обязательно. Но это будет немного позже, не так быстро, потому что, видимо, знаете, это должно созреть, это должно подготовиться в пространстве. И вот здесь вам говорят о том, что принимайте ситуацию такой, как она есть. Наслаждайтесь путем, наслаждайтесь своим вот этим вот процессом достижения этой цели и не торопите события, потому что хороший результат, добротный результат, он именно по вашему делу, он требует времени. Если вы получите быстрый результат, если вы все-таки добьетесь чего-то очень быстро, то вы будете разочарованы, потому что ваша борьба, она будет, ну так скажем, тщетной. То есть не то чтобы тщетной, вы-то добьетесь этого, но у вас что-то вас там не устроит. То есть в быстром получении вашего результата. Либо действительно вы много можете потерять, быстро достигнув чего-то, либо вы много своих усилий вложите, много своей энергии вложите. И, в общем-то, настолько вложитесь энергетически в эту задачу, что вам уже потом и результата никакого не будет хотеться. Но здесь есть момент такой, что здесь можно совершить, если вы поспешите, совершить какую-то ошибку.
Все-таки здесь такие две карты, указывающие на то, что нужно не спешить с каким-то принятием решением, как-то обдумать все хорошо, да, и не торопиться. Вот здесь что вам сейчас мешает? Вам мешает спешка в каком-то деле очень важном для вас, очень серьезном для вас, и в том, что чтобы вы уверены были, вот первые карты, они вышли, они сказали о том, что будьте уверены, что вы получите все то, к чему вы стремитесь, и туда, куда вы идете, во что вы вкладываетесь. Здесь главное, что вы сейчас вкладываетесь во что-то энергетически очень серьезно. Возможно, здесь кто-то работает над какой-то целью, да, идет к чему-то. Возможно, кто-то над каким-то своим проектом работает, может быть, бизнес развивает как-то свой. Кто-то, может быть, действительно какую-то свою мечту осуществляет. В любом случае, что вам важно знать? Важно знать, что это все равно будет в вашей жизни. Вы дойдете до своей цели, до своего успеха. Но не нужно торопиться. Самое главное не торопиться, потому что если слишком будете принимать какие-то импульсивные решения по вашей ситуации, слишком торопить события, пытаться проломить ситуацию, продавить ее, заставить ее произойти скорее, то здесь получается тот момент, что вы можете разочароваться по итогу, потому что здесь вы не получите в полном объеме того результата, к которому вы стремитесь. Что-то здесь у вас может пойти не так, либо будут совершены какие-то ошибки, вы можете ошибиться. Поэтому не торопитесь, как вот ситуация идет, как она развивается, так она и развивается. В любом случае вы получите свой результат, к успеху, к своему вы придете. Но главное что? Главное не торопиться, принимать течение времени таким, какое оно у вас есть. Вкладываться в эту задачу, конечно же, да, то есть работать не как и прежде, но не давить и не пытаться любой ценой ускорить получение вашего результата, любой ценой получить это скорее. Потому что здесь все будет, вы достигнете всего. Не бойтесь того, что вы не дойдете, не бойтесь того, что что-то вы упустите. Все здесь будет хорошо. Но не нужно торопиться. Все придет именно в тот момент, когда оно должно быть. Когда созреет полностью, да, вот какая-то ситуация, когда созреет полностью ваша награда какая-то. То есть это придет к вам. Но именно в тот момент, когда это было как будто бы запланировано вам по судьбе получить. Поэтому не пытайтесь что-то ускорить. Вот здесь что вам мешает, какая-то спешка вам мешает в каком-то вашем важном, очень для вас значимом деле. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Что вам мешает сейчас? Так, что вам мешает сейчас? Опять такие же карты выходят. Сейчас. Смотрите, здесь что может быть. Немножко меня сбивает тот момент, что выходит много карт, таких как в первой позиции. Но я вижу здесь немножко другую картину, да, то есть здесь есть какие-то сомнения по поводу того, достойны ли вы, сомнения, достойны ли вы получить что-то, да, вот важное для вас, достойны ли вы, может быть, здесь раскрыть себя. То есть как будто бы здесь сомнения в своих способностях идут, в своих талантах, в своих дарах, и в том, что если вы их проявите, и они будут оценены по достоинству. Вот так, наверное, будет правильно сформулировать это, да, потому что немножко сбили меня карты, которые были на первом варианте. Здесь их вышло несколько, и меня это немного сбило, но
картина другая. Картина такая, что у вас внутри сидит вот такой момент, который либо он как-то связан с тем, что у вас может быть большая конкуренция в каком-то вопросе, в каком-то деле. Либо вы действительно, но здесь в любом случае есть страхи, проявление своего какого-то страхи, что-либо попробовать, какой-то деятельности это касается, скорее всего, вашей, либо вот проявление вашего таланта, проявление вашей красоты в чем-то, может быть, да, либо попробовать то, что вам очень хочется, но вы можете себе запрещать это, да, то есть вы не, может быть, здесь такие мысли могут быть, не слишком это будет жирно для меня, если я сейчас займусь вот этим делом, которое, конечно, будет радовать меня, которое мне очень хочется попробовать, какое-то, может быть, хобби, да, либо какой-то, я не знаю, может быть, кто-то решит пойти на танцы, всегда мечтали, а тут вы будете думать о том, что нет, это слишком жирно для меня, я буду тратить на это деньги, допустим, да, на какое-то там обучение, либо просто на занятия какие-то, либо там рисование, ну, я просто к примеру беру что-то связанное с вашей душой, с тем, что действительно истина, какой-то ваш талант, какой-то ваш дар, какое-то ваше проявление, истинное ваше проявление, и вы сомневаетесь, а действительно ли оно будет кому-то нужно, а действительно ли вы достойны чего-то. И вот если вы думаете о том, проявлять какой-то свой, то есть проявляться как-то в мир, выходить с каким-то своим талантом, со своими какими-то работами, со своими проектами, выходить ли, вот такой может быть момент, да? То есть сомнение, нужно ли это, а нужно ли это. Либо здесь есть момент, что вы очень хотите что-то изучить, что-то попробовать, что-то приобрести для себя лично, для своей души, для того, что вас действительно порадует. Но вы можете действительно думать, а достойна ли я этого. То есть даже не думать, это может быть на подсознание слишком. То есть вы можете себя тормозить тем, что вы не позволяете себе какого-либо удовольствия, так скажем, того, что будет вам на пользу, потому что вы считаете, что, то есть где-то на подсознании идет у вас момент с детства, скорее всего, что у вас, ну или, так скажем, из прошлого, что вы не должны тратиться на себя, допустим, не должны вы какие-то свои прихоти выполнять, я не знаю. Вот смотрите, у кого какая ситуация. Либо у вас первый момент, что вы хотите как-то проявиться, показать себя, но есть очень много здесь сомнений и заблуждений по тому, а стоит ли, а нужно ли это будет кому-либо. Здесь говорится о том, что здесь вам тоже точно не стоит бояться и сомневаться. Это не то, что нужно, это необходимо людям, ваш талант. Он необходим, он будет оценен теми, кто действительно в этом будет нуждаться, да, что бы это ни было, то есть это какое-то искусство, либо это какие-то ваши способности, в любом случае, либо это какие-то ваши умения, вот то, что вы хотите предложить миру искренне от сердца, оно действительно нужно, оно действительно принесет радость, оно действительно придется, так скажем, к месту, да, найдет своего зрителя, потребителя, слушателя, кого там. В любом случае люди будут откликаться, да, вот на этот ваш свет. Но вы в сомнениях больших, вот это вас останавливает. А стоит ли, а нужно ли это? И вот это вас очень пугает. А вдруг это откладывать вас заставляет этот момент, а вдруг у вас, то есть вас не оценят, а вдруг мне сделают больно, а вдруг, может быть, какая-то критика будет со стороны. Вот. И, конечно, здесь вам говорится о чем еще? О том, что из этой, понимаете, из этих сомнений в любом случае нужно выходить. И выходить... То есть выходить придется вам, да? Решение побороть свои страхи здесь можете только вы.
Решение принимать только вам. То есть либо вы будете долго-долго сидеть, но понимаете, здесь будет такой момент, здесь будет какой-то очень удачный момент, очень удачное время для вашего проявления. Но главное, знаете, не упустить его. И такое чувство, что когда-то у вас действительно уже был момент того, что вы могли, проявив себя в чем-то, выстрелить хорошо, это могло дать хороший положительный для вас отклик, но вы побоялись воспользоваться этой возможностью, побоялись, и поэтому, ну, как бы, знаете, этот страх, он укоренился, он укрепился в вас. Откладывание вот эти вот и выход вам необходим. То есть откладывать на потом выход ваш из, то есть проявление вашего, так скажем, таланта, это и есть ошибка, да, ваша, то, что вам мешает. И также сюда же относим то, что вы хотите для себя лично приобрести, сделать, обучиться чему-либо, новую какую-то профессию, может быть, познать, изучить, обучиться новой профессии. В любом случае, вам здесь нужно разрешить себе то, чего вы хотите, потому что это действительно вам необходимо. Но все-таки мне здесь больше идет о проявлении. Вот смотрите, да, о том, что действительно искренне несите. Вот главное, чтобы то, что вы делали, если это касается вашего какого-то творчества, то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, должно идти от сердца. И тогда это будет принято на ура. И пришло все-таки, конечно же, время, да, вот здесь вот. Так, да. Пришло время закрывать вот этот момент того, что вы прячете свой талант, прячете свои желания и откладываете на это все на потом, да. И смотрите, еще что вам кажется ненужным для других, да, вот вам лично, вот вы из своей, так скажем, своей коробочки такой наблюдаете, да, размышляете, да, вот здесь была карта размышления о том, что вы много думаете по этому вопросу, вы думаете, нужно ли кому-то, да нет, наверное, в этом нет ничего интересного, никому это не понадобится, все откажутся, все от меня отвернутся, посчитают, что это какая-то ерунда, да, это никому не будет нужно, но на самом деле вы заблуждаетесь, потому что это большая ценность для тех, для кого это вы будете транслировать, да, то есть либо это ваше творчество, либо это ваши идеи, какие-то проекты, это будет очень ценным моментом. Но вам сейчас кажется, то есть в ваших мыслях, в ваших вот таких заблуждениях, вам кажется, что все от этого откажутся. Вот я принесу вот свой дар, я принесу какое-то свое дело, свой проект, я принесу какое-то свое творчество, да, что-то, что я создал, и это, оказывается, никому не нужно. Но на самом деле это очень ценно для многих. И главное, чтобы это шло от сердца, от души, тогда это будет принято все на ура. И здесь в любом случае вы будете, смотрите, если вы пройдете через этот страх, перешагнете его и возьмете себя в руки, свой страх, то есть станете хозяином своих мыслей и начнете работать в этом направлении. Ой, здесь вообще красота у вас открывается. Смотрите, что вы очень будете довольны тем, как вас принимают, ваш проект принимают, как принимают ваш талант, да, то, что вы делаете. Вы будете чувствовать этот отклик, вы будете с большим удовольствием, с большим энтузиазмом над этим работать, и еще у вас будет прибавляться от этого силы, от этого энергии. Вы поймете, что вы не зря преодолели свой страх, вы не зря преодолели себя в какой-то момент, не зря пошли против своего страха и против своих сомнений. Даже здесь вот больше, я думаю, сомнений. А нужно ли это, а нужно ли кому-либо это, да? Вы не зря прошли этот путь, потому что вы видите такую прекрасную отдачу в самых наилучших, что то, что вы делаете, то, что вы создаете, действительно очень ценно, и то, что вы создаете, да, ваше творчество, так скажем, ваш дар, ваша трансляция, она приносит радость, приносит счастье другим. То есть она возвышает других.
духовно, да, вот как бы побуждают людей расти. Поэтому то, что вы хотите делать, ваши таланты, ваши дары, чего бы это ни касалось, это очень важно и ценно. Все-таки, мне кажется, здесь больше об этом. Если есть такие... Если я все-таки сказала о том, что что-то вы себе запрещаете, в каких-то удовольствиях себе отказываете, здесь, видимо, это тоже имеет место быть, потому что это очень взаимосвязано. Потому что это завязано, знаете, на чем? На том, что вы недостаточно в чем-то хороши, и вы недостойны чего-либо. И это вот установка такая, что то, что вы делаете, как-то обесценивалось прежде, и вам сейчас и сложно проявиться. И также вам сложно себя радовать, лично себя, то есть что-то хорошее делать для себя лично, потому что, опять же, есть такой момент, что вы недостойны чего-либо. Может быть, у вас на подсознании этот момент зашит, и вы даже можете его не осознавать. Но если вы действительно над этим подумаете хорошо сейчас, если вы чувствуете, да, что эта позиция для вас, то вы действительно поймете, что такие ограничения, они у вас были, что они у вас стояли. И вы легко от них можете избавиться, поставить на этом точку и, знаете, как будто бы стать хозяином вот этих вот, то есть распрощаться навсегда с этими ограничивающими вас убеждениями. Просто как будто бы осознав и приняв, что это у вас действительно есть. Ну и все же здесь именно преодоление вот этого вот сомнения, оно и будет победой над вот вашим, над тем, что вас останавливало, да, вот преодоление этого сомнения, преодоление сомнения, а стоит ли, а нужно ли это кому-то, да, вот полезно ли это окажется, понравится ли это кому-то. Это очень многим понравится. Только загвоздка вся внутри вас в том, что вы как будто себя убедили, либо кто-то когда-то прежде вас убедил, да, что что-то, что вы делаете, что вы создаете, оно не нужно, оно бесполезно. И вы как будто бы очень глубоко приняли для себя это как за истину, и с этим идете, и очень многие здесь не осознают даже этого момента, не осознает. Может быть, здесь это проявляется в какой-то робости, может быть, в каких-то ситуациях вашей. То есть какие-то отголоски этого, они все равно есть в ситуациях. Если вы проанализируете то, как вы реагируете на что-либо, ваши мысли, особенно после каких-либо ситуаций, после того, особенно когда вы хотите что-то сказать, как-то проявиться, может быть, что-то для себя приобрести приятное, хорошее, что вы испытываете и какие у вас мысли, то вот здесь вы разберетесь с этим. И как будто бы, знаете, мне такое чувство, что здесь будет легко понять, потому что вот здесь в раскладе очень много далось вот этих вот точек, именно на которые вот можно опереться и раскопать в себе. Главное вспомнить вот эти вот ваши ситуации и осознать и принять, потому что здесь есть момент того, что кто-то вообще не осознает этого, то есть абсолютно не осознает, что это присутствует в нем. Но по ситуации, по второму варианту, по раскладу тому, что вы хотите проявиться, либо вы хотите что-то себе приобрести для себя как-то, что-то побаловать себя, вот вы поэтому поймете, ваш ли этот расклад или нет. Кто-то действительно сразу поймет, что есть такая проблема, а кто-то нет, будет это отрицать, но вы, скорее всего, все равно придете к этому пониманию рано или поздно, и это вас и освободит. Благодарю вас за просмотр. Так, третья позиция. Что вам мешает? Что вам мешает? Так, что вам мешает сейчас? Так, сейчас.
Вы вообще о чем? Так. Смотрите, здесь идет момент, может быть, о каких-то конфликтах с людьми, с какими-то конфликты могут быть. Конфликтные ситуации, либо ситуации, которые вас разочаровали. Вас разочаровали, сделали вам больно, заставили вас страдать, возможно, да? Так, и что? И что? Это, во-первых, знаете, о чем? О том, что это у многих проиграется, как в такой сигнификации, что эта ситуация могла произойти у вас на работе, и скорее всего, связано как-то либо с начальством, да, либо вот с какими-то людьми, которые действительно на вас оказывали большое влияние. И что? Почему это мешает? Вот это уже, если это прошло, да, вы вышли. Понимаете, здесь что? Здесь говорится о том, что вот по этим картам, что могло на вас какая-то быть нападка. Либо за вами, за вашей спиной могли и строиться вот какие-то, либо вот это вот прям сплетни, но нехорошие, прям совсем, но неприятные, направленные очень злые против вас. Либо это могли быть прямо вот момент того, что вы должны были, что вас должны были как-то подставить. Может быть, даже кого-то специально вот лишить места вашего на работе. То есть это такой вариант. И вы как будто бы были настолько открыты этим людям, вы не замечали, что за вашей спиной такое происходит. Но вы вырвались из этой ситуации, то есть вы вышли из нее. Видимо, может быть, отголоски от этой ситуации вам мешают сейчас. Может быть, вот прямо здесь история такая вышла, что вы как будто бы были открыты людям, но вам как будто бы, знаете, нож в спину вонзили. Но вот здесь какой-то коллектив. Здесь не один человек в этом замешан. Это либо вот какие-то, может быть, действительно сплетни, либо это какие-то вот серьезные вот такие моменты, когда вот были направлены против вас действия. Какие-то, чтобы вас убрать, может быть, с дороги. Но вы вообще не подозревали об этом. Это все проделывалось за вашей спиной. И вы были очень удивлены, узнав об этом. Это вас шокировало. Так, ну вы вышли из этой ситуации сейчас. Просто это карта выхода, да, того, что вы, в принципе, вышли эту ситуацию, вы закрыли. Так, почему это мешает? Вам это мешает? Почему? Почему это вам сейчас мешает? Знаете как? Это, может быть, ситуация вообще давно произошла у кого-то. Очень давно, но она наложила на вас отпечаток и сделала вас закрытым. То есть вы закрылись. Вы не хотите, то есть вы больше не можете доверять. Вы очень осторожны и осторожны. Осторожно теперь подходите к общению, к тем, кто к вам в ваш круг входит. Но это как бы и хорошо, да, то, что вы осторожничаете, что вы не подпускаете близко к себе. Но здесь такой момент, что это может вас сделать слишком замкнутым человеком, закрытым человеком. Вот если это идет вперекос, слишком, да, то есть слишком закрыть вас, слишком вы закроетесь абсолютно ото всех, даже от тех людей, которые действительно вам к вам искренне, да, но вы закроетесь от всех. Вот это может вам мешать. И причем я все-таки думаю, что действительно эта ситуация могла у многих произойти давно. То есть это у кого-то, может быть, действительно не прямо сейчас. У кого-то, может быть, и давно, у кого-то... Что?
Почему это мешает? Это мешает, потому что сейчас новые люди, новое окружение идет в вашу жизнь. Но вы можете думать, что вам будет сложно, припоминая вот тот опыт. Вы можете думать, что снова произойдет повторение ситуации. Но здесь как будто бы вам нужно выходить в какое-то новое общение, да, в новый, тут круг общения, тут какие-то люди, тут вплоть до того, что очень важные, очень ценные для вас люди, смотрите, которые будут положительно влиять на ваш духовный рост, может быть, кто-то прям действительно настолько родной вам будет, это может быть даже, знаете, как какая-то духовная ваша семья, то есть это может быть родные души ваша родная душа. Вот кто-то сейчас к вам идет, какой-то человек, либо люди, вот просто здесь может быть не один человек, родные для вас души, которые, либо вот те люди, которые станут для вас родными, знаете, как родными, но вам главное здесь им довериться, идти с ними на контакт. То есть не то, что вы прям сразу раскрылись, это вам вообще будет невозможно сделать. Абсолютно невозможно, вот прям полностью, потому что вы очень закрылись, потому что та ситуация, которая вам сделала больно, она была тяжелой, для вас очень тяжелой. Вот. И вы дорожите сейчас своим спокойствием, очень дорожите своим спокойствием, своей, может быть, репутацией. Действительно, вы правильно все делаете, но сейчас для вас сформировалось нужное правильное окружение. Нужные люди идут к вам, и здесь нужно будет идти на контакт, общаться с этими людьми, принимать их в свою жизнь. Это может быть как партнерство, как человек, очень важный для вас. Либо это вы действительно многие, то есть несколько людей, как компания какая-то. Но смотрите, здесь опять же идет о том, что вы будете делать осторожные шаги, постепенные шаги, да, навстречу этим людям. Не закрывайтесь от них, не отворачивайтесь, вот о чем. Не отворачивайтесь, не закрывайтесь, не прячьтесь, а потихонечку налаживайте общение с новыми людьми, с новыми, которые входят в вашу жизнь. Потому что здесь очень важные люди, очень важные для вас идут к вам сейчас. Как в качестве друзей, так в качестве партнеров. Понимаете? Кто-то здесь свою любовь может встретить. То есть человека, с которым вы пойдете дальше вместе. И опять же, здесь идет вот эта отсылка, которая уже у нас идет во многих раскладах, о том, что идет человек для создания пары, да, гармоничной пары. И здесь вам нужно и важно не закрываться, не прятаться. То есть есть такой момент, что вы можете просто полностью отрезать сразу этого человека важного для вас. И это прям вот какая-то, по духу вам очень будет подходить этот человек. Родственные души, да, опять же, как я говорила. Потому что прям вот комфортно, и это очень сильно, эти люди, которые придут к вам, даже если это не один человек, если это несколько человек, эти люди, они для вас будут очень важны. Поэтому не закрывайтесь от них, и особенно если это любовь, если это какой-то партнер. Не закрывайтесь, идите на общение, налаживайте контакты. Вы все равно почувствуете душой, что это ваши люди, что это именно настоящие какие-то друзья для вас, да, что вам хорошо с ними. И в любом случае те люди, которые сейчас, то окружение, которое сейчас формируется вокруг вас, я повторюсь, что это все-таки новые люди, это не старые, это что-то новое абсолютно для вас. Оно будет очень сильно способствовать вашему духовному росту, вашему развитию, да? Это очень важные и ценные для вас люди, родные какие-то люди для вас. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего доброго. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за лайки, за подписки. Я очень вам благодарна всем. Желаю вам
чтобы у вас все складывалось самым наилучшим образом. До новых встреч!